Авиакатастрофа в США. Погибли российские фигуристы. Магазины «Светофор» закрывают. Сирия требует выдать Асада. Это новости на Ходорковский лайв. Ставьте лайк, подписывайтесь. Авиакатастрофа произошла в США. В ней погибли российские фигуристы. Сегодня рано утром по московскому времени вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне столкнулись самолет компании American Eagle и вертолет армии США. Обломки воздушных судов упали в реку Потомак. На борту самолета было 64 человека. В вертолете 3 члена экипажа. Сообщается, что вертолет совершил тренировочный полет. Данных о выживших в авиакатастрофе нет. Среди пассажиров самолета были минимум 14 фигуристов, а также тренеры и члены семей. Они возвращались с чемпионата США по фигурному катанию. Это подтвердила профильная спортивная федерация. О том, что на борту были россияне, сообщили и в Кремле. Ссылаясь на собственные источники, различные СМИ пишут, что в катастрофе погибли чемпионы мира 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР по фигурному катанию Инна Валянская. Все трое долгое время работали тренерами в США. Сейчас тела жертв достают из реки на месте крушения. Аэропорт имени Рональда Рейгана закрыт. Это первая крупная трагедия с участием коммерческого самолета в США более чем за 15 лет. В Брянской области украинские дроны атаковали несколько объектов нефтяной инфраструктуры. О взрывах и пожарах сообщали жители Климова и Новозыбкова. В Климово, по-видимому, загорелся жилой дом. А вот под Новозыбковым, судя по данным карты пожара НАСА, горит нефтеперерабатывающая станция. Еще один пожар на линейной перекачивающей диспетчерской станции НАСА фиксирует в районе села Найтоповичи. Оба объекта – часть инфраструктуры нефтепровода «Дружба». НАСА также фиксирует возгорание на Клинцовском силикатном заводе и неизвестном объекте у села Синий колодец. Минобороны России отчитались о ликвидации 2 дронов над регионом и еще 3 беспилотников над Белгородской областью. Российский беспилотник врезался в жилой дом в городе Сума. Об этом сообщает мэр города Артем Кобзарь. По последним данным службы по ЧС Украины погибли 4 человека. Их тела извлекли из-под завалов. На месте продолжают работать спасатели. По данным местной военной администрации, разрушено 5 квартир и 12 балконов дома. Днепропетровская область также подверглась обстрелам. Военная администрация области сообщает о пожаре в здании лицея в Синельниковском районе. Также повреждены частные дома, административные здания, социальные объекты, предприятия и линии электропередач. До 10% заработка на нужды армии. Такое предложение получили сотрудники Волгоградского индустриального техникума. Об этом пишет издание V1.ru. Журналисты со ссылкой на сотрудника техникума сообщают, что руководство требует от заведующих кафедр и преподавателей написать заявление на отчисление зарплаты на СВО. В зависимости от должности нужно отказаться от 1 или 10% зарплаты. Просьбы от руководства источник V1.ru называет настойчивыми. Переговоры с учителями ведут по одному. Что будет в случае отказа, издание не приводит. Директор техникума комментариев журналистам не дал. В Комитете образования и науки области уверяют, что все взносы, конечно же, добровольные. Мощный циклон на Дальнем Востоке. На Сахалине в снегу застрял поезд. Ну вот и поезд застрял. Поселок Сокол. Все. Очень сильно забило. Аэропорт Южно-Сахалинска на время закрывали. Сейчас он работает. В населенных пунктах, где третьи сутки сильные снегопады, дома занесло снегом по крыше. Загородные трассы перекрыты. На трассе Южно-Сахалинск-Синегорск 2 пассажирских автобуса встали в километре от остановки. Они не смогли подняться в гору. Пассажиры добирались домой пешком. Снегопад в регионе продлится еще несколько дней, а новый циклон накроет область с 4 по 6 февраля. Сильные снегопады также на Камчатке. Засыпает снегом Усть-Камчатск, а в Петропавловске-Камчатском штормовой ветер. Видимость на улицах упала до нескольких метров. Сильная метель там ожидается в течение всего дня. В Якутии ветер повредил 2 вертолета Ми-8 в аэропорту Тикси. Он погнул лопасти винтов. В одном из поселков, передают местные СМИ, порывы ветра снесли крышу дома. Метели продолжаются в Хабаровске и Владивостоке. Хлеб подорожал почти на 30% по итогам прошлого года. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на генерального директора булочно-кондитерского холдинга «Коломенский» Дмитрия Козлова. Дорожает логистика и сырье, а это уже сказывается на итоговой цене продукции. Также на изменение цены хлеба повлиял и рост зарплат сотрудников. Фонд оплаты труда за последний год увеличился на 30%. А в Москве и Подмосковье закрываются магазины сети низких цен «Светофор». Как сообщает Forbes, у некоторых супермаркетов скапливаются покупатели, приехавшие из других районов. Причина в том,
том, что по требованию депутатов Роспотребнадзор начал в этой сети проверки из-за нарушений закона о торговой деятельности. Ранее поставщики жаловались, что магазины задерживают оплату за товар вплоть до полугода. Также были жалобы на антисанитарию. Выручка торговой сети по итогам прошлого года упала более чем на 2%. Экс-ведущий программы «Вечерний Ургант» Дмитрий Хрусталев появился на Первом канале в танке, в форме и с детьми из оккупированной Макеевки. Товарищи юные герои Отечества, залезаем на танк! Приготовились по врагам России, бронебойным, настоящие русские танкисты из Макеевки! Огонь! На видео обратил внимание журналист Илья Шипелин. Ролик для программы «Шаг к мечте» был снят в военно-патриотическом клубе. Актер и телеведущий учат детей из Донецкой области стрелять и управлять танками для ударов по врагам России. Отправится ли он сам в танковую атаку, ведущий не уточнил. В Чечне отреагировали на публикацию об очередной пропаже Рамзана Кадырова. Напомню, что он не появляется в публичном пространстве уже около 20 дней. Ранее на это обратило внимание издание агентства. На защиту начальника вышел министр Чечни по информполитике и внешним связям Ахмед Дудаев. Он сказал, что информацию о пропаже Кадырова разгоняют вражеские телеграм-каналы. Происходит попытка дискредитации, попытка манипуляции общественным мнением. Это для нас не ново, у нас есть иммунитет от всех этих вбросов. Дудаев подробно рассказал о занятости своего начальника, показав подтверждающее видео. Также он заявил, что Рамзан Кадыров работает и проводит встречи, несмотря на то, что с 13 января находится в отпуске. Журналисты агентства отмечают, что некоторые показанные Дудаевым видео выглядят как заранее заготовленные. На всех нет ничего, что говорило бы о дате съемки. Ранее неоднократно сообщалось о проблемах Кадырова со здоровьем. Новый лидер Сирии потребовал выдать Башара Асада. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Ахмед аш-Шараа, возглавивший Сирию, предложил это на просьбу российской делегации сохранить свои военные базы. Делегация прибыла в Сирию для переговоров 28 января. Еще одно требование новых властей Дамаска – выплаты компенсации от России. Конкретные пункты неизвестны. По итогам переговоров представители России констатировали, что, цитата, «ситуация сложная». Тем временем спутниковые снимки подтверждают вывод российской техники из порта Тартус. Издание «Радио Свобода» отмечает, что 2 дня назад там оставалась значительная часть российской военной техники и контейнеров с грузом. Сейчас их там нет. И это все важные новости к этому часу. Не забудьте поставить лайк этому ролику, так его увидит больше людей. Также подписывайтесь на нас в телеграм-канале. Так мы сможем остаться с вами на связи даже в случае полной блокировки YouTube в России. В студии для вас сегодня работала Екатерина Воропай. Берегите себя, ставьте лайки и до встречи.